Это что еще такое? Я извиняюсь. Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Топ Обзор. Сегодня у нас реакция с прекрасной Анной, которая является педагогом по вокалу. Очень приятная и красивая девушка. Она разбирает сразу 2 выступления Димаша и делает это очень профессионально и без лишних наигранных эмоций. Поэтому я думаю, что вам очень понравится наш сегодняшний перевод. Конечно же, ссылку на канал Анны я оставлю в описании. Приятного просмотра, друзья! Всем привет, это Анна, ваш артист, педагог по вокалу. Пришло время мне наконец вернуться к Димашу Кудайбергену. Сегодняшняя реакция сделана в сотрудничестве с фан-клубом Димаша Кудайбергена Финляндии. Ссылки будут ниже. Они связались со мной и попросили проанализировать некоторые песни Димаша. На 2 из них я отреагирую сегодня, и скоро появится 3-я, очень скоро. Мне очень хотелось отреагировать на их предложения. Они оказались самыми популярными предложениями и среди остальных в моей аудитории на YouTube. Итак, благодаря этому сотрудничеству будет 3 реакции на Димаша. Первая — «Незабываемый день», это Life Gaku. И сразу после этого сегодня я также отреагирую на El Amor Enti. И вечеринка на этом не заканчивается. Скоро я посвящу отдельное видео с реакциями и анализом на The Story of the Sky. Так что следите за этим. Теперь я не могу больше ждать, так что давайте сразу приступим к первому представлению. Девушки фанатеют. О, струнная аранжировка уже такая милая. Бір көргеннен ғашық болдым өзіңе. Довольно разговорная часть. Болдай тәтті сөзіңе. Қылығыңмен баурап алдың жанымды. Қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Пай-пай шіркін ұмытылмас күн. Пай-пай шіркін ұмытылмас күн. Сколько зрелости в такой молодой упаковке. Я вижу, что это видео датировано 5 лет назад. Я не могу не восхищаться его контролем и доставки в таком юном возрасте. Это великолепная ровная вибрато на разных текстурах является отличным примером его контроля. Кроме того, его игра с текстурами на высшем уровне. Он постоянно манипулирует как своим носовым, так и ротовым проходом, чтобы изменить свой звук с помощью мелодии. И тексты песен, это, конечно, возможно, чтобы придать истории крылья, так сказать. До сих пор в этом исполнении его речь была довольно-таки мягкой, но динамичной, не говоря уже о том, какая у него прекрасная и ясная дикция. Это очень мило, головной голос. Более твердый голос, больше контакта голосовых связок.
생애를 바이바이 жив은 У меня до сих пор такое ощущение, что он сдерживает себя. Я чувствую, что впереди еще много всего. Ох, этот хор. Да, используйте весь резонанс этого грудного голоса. И посмотрите, как ему легко, он просто гуляет по сцене. Очень открытое пространство в его голосовом тракте. Это определенно тот же микс вау, который он сделал в легендарном спектакле SOS. Эта техника, конечно, непростая, невозможно играть полностью без какого-либо напряжения, и Димаш использует немного дополнительного напряжения, чтобы создать этот узкий звук. Переключение между разными позициями было абсолютно плавным, но опять же, мы не ожидаем от этого человека ничего другого. And this. Для него это своего рода голосовой отдых. Очень небольшое напряжение и на самом деле расположение противоположно тому высокому миксу, который он только что сделал, но он этого не делает. Совсем лениво, но умудряется продемонстрировать свой вокал, а также ловкость с теми маленькими мелизмами, которые он делает. Это что еще такое? Я извиняюсь. Я должна была знать, что наступит сюрприз. Но что это было? Это даже не был человеческий звук. Мы находимся в совершенно новом уровне свистящего тона. Похоже, он там что-то сдвинул. Была ли какая-то нота, которую мы даже не услышали, или он не пел? Определенно происходит изгиб. Я думаю, это был D4. Но я сейчас говорю на финском языке теории музыки, так сказать. Я позволю подзаголовку Анна заполнить этот пробел здесь.
Oh my gosh. D4. D8 с вибрато, друзья. D4 vibra. үлкен рахмет. Dimash. Alright. Well, Этот концерт был, мягко говоря, потрясающим. Разнообразие вокальной палитры этого человека просто невероятно. И, видимо, из-за этого я теряю свой английский. Я знала, что он потрясающий, но ему удается меня удивить. И что самое приятное, у нас все еще есть еще одна сладость для ушей, которая ждет, пока мы щелкнем и послушаем. Итак, без лишних слов, давайте сразу перейдем к El Amor Enti. Небольшая пауза, друзья. Прямо сейчас, перед реакцией Анны второго выступления Димаша, поставьте видео на паузу и напишите свое мнение в комментариях насчет первого выступления и реакции девушки. Сделайте это, друзья. А когда посмотрите и вторую часть этого видео, то в конце видео напишите второй комментарий, что вы думаете о реакции Анны на второе выступление Димаша. Ну и также прямо сейчас вы можете поставить лайк и поддержать нас. Спасибо вам, друзья. Мы продолжаем. Кажется, у нас здесь гигантский Димаш. The love in you. alright. Его классический звук так точно настроен и контролируем. Челюсть опущена и зафиксирована, и он использует абсолютно все пространство своего голосового тракта. Форма рта играет огромную роль в создании такого очень круглого и объемного звука. Язык тоже имеет огромную роль. Видите, как он удлиняет голосовой тракт своими губами? Ra. Как всегда, идеальная осанка. На более тяжелой стороне, но все еще использует грудной голос. Not breathy anymore. Больше не дышит. Слышите ли вы все эти нюансы в его громкости? До сих пор он начал многие фразы с крещендо, начинает тихо, а затем становится громче. Он как бы очень деликатно вплывает в каждую фразу, начиная ее довольно сдержанно. И я также восхищаюсь тем, как он связывает свои фразы и слова вместе, почти как будто он просто вытаскивает изо рта эту длинную веревку. Это не значит, что у него слабые согласные, потому что он умеет сокращать и эти фразы, когда необходимо. Дикция очень важна, особенно когда у вас растянутые гласные и медленный темп, как в этой песне.
В противном случае вы будете звучать так, будто не знаете ни текста, ни языка, или как будто бы вы пьяны, или все такое. Итак, теперь у нас на сцене белый Димаш. Похоже, он поет выше черного Димаша, по крайней мере, судя по тому, что я слышала до сих пор. Белый Димаш использует смешанный звук, склоняющийся к грудному голосу. У меня все еще есть это сдерживаемое чувство, потому что хотя он действительно выше и более грандиозный по сравнению с черным Димашем, это все еще далеко от того требовательного и звонкого ремня с высоким миксом, который Димаш сделал в предыдущем видео, которое мы только что видели. Дуэт Димашей. Или трио. Я думаю, у нас есть еще один экран здесь слева от него. Качаем эти согласные. Черный Димаш просто расслабляется и слушает. Его контроль над дыханием. Я это знала. Оперный головной голос. Звук у него достаточно твердый по сравнению с белым Димашем. У них у всех очень четкие роли, вам так не кажется? Черный Димаш использует в основном свой грудной голос, белый Димаш использует в основном микс, а красный Димаш использует головной голос, redhead. Четвертый Димаш. Вот вам. В этот раз настоящий. Я вижу, он демонстрирует свои вокальные данные. На этот раз у нас очень чистый поп-звук. И я все еще очень поражена. Думаю, я никогда не видела, чтобы кто-нибудь делал такой концертный сет из 3 классических версий Димаша вместе. С живым поп-рифом Диваш в стиле Диваш. Майкл Джексон.
Возвращаясь к этому, с чего все началось. Yeah. Действительно, диваш. Это было превосходно. Хотелось бы Гастеллучи сделать что-то подобное, так как у него много видео с басовыми каверами, сделанными в этом стиле. Но настолько я знаю, не вживую. Поправьте меня, если я ошибаюсь, у этих двух песнях не было ничего выдающегося. Его универсальность и зрелищность — это то, чего мы ожидаем от более зрелого маэстро. Но вот он, я думаю, ему чуть меньше 30, и он владеет сценой и делает такие огромные шоу, как это. Скоро буду реагировать на историю одного неба. Подскажите, как к этому подготовиться? Должна ли я уже взять свои салфетки? Поделитесь своими мыслями об этих двух выступлениях и моей реакцией в комментариях. Я буду читать обязательно. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео на следующей неделе и премьерный чат в прямом эфире. Увидимся, надеюсь, там. Пока! Да, друзья, сегодня у нас получился большой ролик, но я не смог пройти мимо этой прекрасной девушки. Ну посмотрите, какая она милая. Ну правда, самое главное, мне понравилась ее честная и спокойная реакция, без лишних эмоций, но видно, что девушка наслаждается голосом Димаша, и так как она является сама преподавателем по вокалу, очень было интересно то, как она разбирает голос мировой звезды. Поэтому я не стал как-то резать и склеивать это видео, совсем чуть-чуть вырезал длинные паузы, а в целом ролик сохранился первоначальный. Поэтому я надеюсь, что вам понравится данная реакция, я надеюсь на то, что вам понравится мой перевод и мой голос. Обязательно оставляйте несколько комментариев на каждое выступление Димаша, ведь их было сегодня целых 2. Ставьте лайк, если вам правда понравилось это видео и вы бы хотели увидеть еще реакции с переводом от меня. Ну и самое главное, подпишитесь на наш канал Топ Обзор, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие видео. Спасибо вам и храни вас Бог!